Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам, а также благодатной погоды. Сегодня у нас агрогороскоп, снова же на октябрь месяц, и он посвящен нарезке и укоренению черенков в октябре 2022 года, время киевское. Сразу же хочу дать несколько советов. Если вы укореняли черенки летом в тени, то сейчас уже в октябре это делаете то ли в горшках, чтобы в погоду уже весной, о погоде мы будем говорить зимой, отдельное видео уже готовлю. И хочу сразу предупредить, будут сложные погодные условия весной. Чтобы ваши черенки не пропали, можете прямо в горшках и в земле, для того, чтобы потом вытянуть их из земли и перенести где-то на какой-то период, пока не потеплеет. Ну вот такие советы. Можно укоренять и розы, и черенки хризантем сейчас. Я тоже готовлюсь к такому важному делу. И, естественно, другие череночки. Это комнатные растения. И это растения на улице, то, что вы собираетесь укоренить. Итак, поехали. Мы давали уже уточняющий прогноз на Козерог. Это очень хорошее время. Напомню, чтобы снова не отвечать, укоренение и нарезка черенков ровно столько, сколько нужно для размножения, это исключение из правил. Не только в Деве, но вообще во всех знаках при растущей Луне. Это момент для того, чтобы вы знали, что вот эти периоды, которые я назову, можно только нарезать череночки ровно столько, сколько нужно для укоренения. Обрезки, зеленые операции, другие виды деятельности, связанные с обрезками, не проводим. Итак, периоды из-за того, что у нас будет 3 октября переход Луны из первой во вторую фазу, и вот смотрите, какие у нас сокращенные периоды получаются. 2 октября с 12 часов дня только до 18 часов вечера, не позже. Даже желательно чуть раньше это сделать, до 17, до 17:30. Но самое оптимальное время начинается после 12 часов. 3 октября, будьте внимательны, только после 15 часов 30 минут и до конца суток можно нарезать и укоренять черенки. Главное укоренять. Здесь важно, если у вас есть уже какие-то цветочки, и они находятся в вазе, пожалуйста, обрежьте именно в это время и укладывайте на укоренение. И 4 октября это ночной период с 0 часов до 5 часов утра. Снова же отвечаю тем, кто возмутительно пишет мне, как же так, до 13 часов у нас типа Луна в Козероге. Луна без курса с 6 часов утра 51 минуты до 13 часов 21 минуты. Луна без курса – это опасное время. Это время без аспектов. Спящая Луна. Бесполезная трата времени, ресурсов. Ну вот, если хотите испытать, испытайте. Мы уже много раз испытывали. Следующий очень хороший период, но короткий, снова же из-за космических событий. Здесь у нас полнолуние 9 октября. В 23:56 плюс-минус 48 часов, поэтому у нас остается после сожженного пути полнолуния всего-навсего 12 октября, но зато все 24 часа используем для того, чтобы нарезать и укоренять черенки. И еще один период. В конце месяца снова же Козерог нам подарит растущая Луна. Позади будет новолуние и частное солнечное затмение 25-го. И смотрите, какая чистая, хорошая энергия растущей Луны тоже в Козероге. 29 октября с 17 часов вечера до 0 часов. 30 октября все 24 часа и 31 октября с 0 часов до 15 часов 30 минут. Будьте внимательны. Луна без курса с 17 часов 17 минут до 17:43. Почему я вот это время вот таким образом оставляю? У вас должен начаться процесс вот этого аспекта, который работает
в чистой энергии, продуктивной энергии. Далее Луна без курса, там время тоже для подготовки, для того, чтобы уже Луна отдыхала. Поэтому нужно вот запустить эту программу для создания нового растения, для укоренения и получения здорового, красивого саженца в будущем и хорошего, красивого куста, растения, которое вы будете укоренять. Ну вот такой у нас сегодня агрогороскоп. Смотрите, он достаточно большой. Мне очень нравится на октябрь месяц. Я собираюсь сама много дел сделать с укоренением. И желаем вам, а мы, это авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик, желаем вам удачного, успешного вот этого размножения различных растений с помощью черенков. И тепла, уюта в каждом доме. Мира вашим сердцам, мира вашим домам. Пока-пока.